Make your ban. 5 seconds remain. Ой, начинается. Ten seconds remain. Какая себе перспектива. Так. Только не Рики. Ёпа мать. Так. Здесь у нас по-любому стики. Вот так. И ждем. Томка, ну. В принципе. В принципе. Дело в шляпе. Prepare for battle. Что лучше? Ну, по идее, если лич будет, опка был. Кину. В любом случае. Вот так. Вот либо то. Идти здесь надо будет сразу. Вот так. Just 30 seconds now. What drum sounds this beat of war? Хорош. Я так понимаю, они на той уровне стоят, да? Нет, сюда! Ну, здесь ТБ. Ladies and gentlemen, welcome to this tournament. Ноги за мной! This is the very Хорош. definition of first blood. Вот так сюрприз. До свидания. Короче, 2 вардов. Нормально он тут стал. Пошли на север! Фея. Да кто его знает? В принципе, можно попробовать. Спасибо! Да, я думаю, можно. Подраться мне? Нет!
Ага, до свидания. Неплохая идея. Ага. Моя, конечно. Неплохая идея. Моя, конечно же. Быстрее бы ко А кто мешает? У меня же есть идея. Хорош. Двигай давай. Не беги, не беги. Вот сиди, кормись. Хорош. Нас с тобой в чем устраивает? Сейчас плацку дам. Сука. Будет сделано. Ага. О, Ладно. будет сделано. Наши. Ой-ой. Ой-ой-ой. Это фиаско. Must own your tick. Раз, не успел. Пошли на север. Не знаю. Middle tower is under attack. Ты не борзей сильно, не борзей. Ноги со мной. Блядь. Не убью. Быстрее бы кому-нибудь вдать. Моя, конечно же. Идея взять Рики, конечно, такая себе была. Ай, Вард поставил. Не выйдет. Будет сделано. Нету ничего. Ой, да, тяжко тут будет. Почему туда? Да кто его знает? Так, Вперед! Ой! да нет. На меня прыгай. To your bottom tower.
до конца. Я тебя, если что, не слышу. Почему-то. Седьмое, шестое, понятно. Нет, сюда! Не ровня тебе! Спасибо! Кажется, закон свободен! Ой. Уши стоят. С дороги! Есть фласка, могу закинуть. Почему туда? Нет, сюда! Сюда! Еще не стоило бы! Неплохая идея! Шестой спокойно возьми, потом уже будем блоковать. Моя очередь! Быстрее бы кому-нибудь вставить. А кто мешает? Бегать очень скучно. И фласка летит. А я что-то видел. Что? Осторожно, может через второй забрать, зарядить. Будет сделано? Это там белочка. Двигай давай! Отойди, чуть фласку закину. Ау! Неплохая идея. Моя! The enemy attacks your middle tower. Подожди, подожди, подожди. Давай. Side comes to regret this. Хорош. О, шестой взял. Сейчас поприятнее будет. Ой-ой-ой. Да, я так понимаю, не брали конкретно. Невидимость. Your middle tower faces a terrible mine. Братишка, ты вернулся! Давай подеремся. Да, блядь. Пиздец. У тебя отлично получается! У тебя тоже. Я Я первый! первый. Пиздец, ты серьезно? Look to your top tower.
Это фиаско. The enemy attacks your middle tower. Where will the line be drawn? Middle tower is under attack. That didn't go the way I planned. The enemy attacks your middle tower. Капнуться может. Обожаю драться! Придурачили! Вот как это называется. Ау! Ладно. Мид сосом, мид сосом. Почему туда? Крови! Бегать очень скучно. Ага, подраться бы! Ой, не тот вар поставил, бля. Ноги за мной! Давай дальше пошли. Моя очередь! Нет сюда! Безжалостная смерть. Давай Ты повторим. не заглянешь за вуаль. Пошли на север! Нет, на юг. Будет сделано! Ага. Ты- Когда это так? Неплохая идея! Моя, конечно. That which protects also requires protection. Стар, парни! Умереть можешь. Middle tower has fallen. Сори. Плохая идея. Мы тебя запомнили! Ебать. Стань Ноги за мной! Прошу. Это жестко. О, это хочу. Не забивай себе голову ерундой!
Сейчас примем его. Middle tower is under attack. The enemy's top tower has fallen. Жирный, сука. Я что-то видел. Кажется, я стал умнее. Моя богиня! Your middle tower faces a Нет, terrible сюда! test. Сюда! Long has that tower stood against the rising tide. Бегать очень скучно. Ага, подраться бы! Вперед! Ой! Я первый! Ага! Надо! The enemy attacks your bottom tower. Killing spree! Advantage. Killing spree! Bottom tower. После вас! Radiant have fortified their structures against attack. Да, маги! Bottom tower is under attack. Неплохая Bottom идея! tower is gone. Моя, конечно же. Без деталич. Девочка. Двигай давай! Ладно, наверное, стоит. находка. Дай пройти. Ау! Ау! Ладно. The enemy attacks your top tower. Быстрее бы кому-нибудь ударить. А кто мешает? За ними! После После вас. вас! Дай пройти. Ау! Твое! Жадина! Бегать очень скучно. Ага, подраться бы! Вот так! Ага! Ау! А почему туда? Да кто его знает? Ускорение! Ты иди первый! Неплохая идея. Моя, конечно же! Неплохая идея! Моя, конечно же. Отличная работа! Я думал, это все ты! Моя богиня! Иду, иду. Давай, давай, давай дальше. Маги! Эй! Давай, вперед! Есть! Ну, помощь есть, нет? Быстрее бы кому-нибудь вдарить! А кто мешает? Огоньку не найдется! Да, блядь. Серьезно? Ебала в рот всю эту хуйню. До свидания нахуй.
He knows a little. Будет сделано. Ага. Я. Нет, я. Меня Нет, сюда. будет сделано. Ага. Давно пора. Пошли на север. Нет, на юг. Челы, собирать любые Your middle tower is under attack. Sparks that may blaze into a skirmish. Ноги за мной. Your Хорошо. middle tower is under attack. Now you must decide what comes next. А почему туда? Да кто его знает? Кен, дай это. Почему сейчас раньше надо было? Не, отходит. Ты первый. Тем более он под формой, нахер он нужен. Нормально, более чем. Довольно. Да не тратьте на него время, на него убьете. Помощь будет на ТБ? Ух ты. Найс. Ты у меня. Ноги за мной. Станет попроще. Моя очередь. Это на миллион, блядь. Окей. Быстрее бы кому-нибудь вдарить. А кто мешает? А я что-то видел. Что? С дороги! Эй! Неплохая идея. Моя, конечно же. Парни, 2 минуты. блядь, там толка бэкс.
Шона, еще будет. Умирать там. Понятно, да. Ясно. Помочь чё, мам? Неплохая идея. А, чё? Конечно же. Помни все. Промахнулся, я хотел выучить его, блин. ВКБ, блядь. Решал возле поставить. Наконец-то я вернулся. А? Нормально. Где контонка наша тупая шикарная? Блядь, хрен ты, блядь, видел. А вы ходили куда-то? О, летит, смотрите, летит, блядь. Оставь меня ты, последний. Зачем? Всех нахуй. Все, блядь, отойдите. Что тут делаем, блядь? А, сад. Она сейчас умрет, смотрите, нахуй. 500 хп, блядь, там. Вон он, один пальчик. Хорошо. Один пальчик. Вон Хм. А это фиаско, ребят. пиздец. Сейчас не ебал эту фиаско, вот третью игру подряд, блядь. Блять, у меня уже второй день подряд так. Там заберут. Ты как первые 5 игр играешь нормально, блядь. Остальные 5 игр полный рот хуёв. Нас фантомка уебал. Играет, блядь. Жатва смерти. Ты говорите почти бы. После После вас. вас. Ой, блядь. Бегать учишься. Ага, подраться бы. О, Леон. А я что-то видел. Что? Вертого левела, блядь. У нас будет одно. Леона, блядь, с руки на мага больше, чем у фантом. Где ты, животное?
А? А, она где-нибудь сидит, как всегда, в этом. Нет. Там не окна, она сидит в этом. В коробке какой-нибудь. Но она стала хорошей коробочницей. Жарко? Да это вы просто с улицы, потому что. — 10:40. Неплохая идея. А? Не. А почему туда? Да кто его знает? Я сегодня на чиле. Не. Не, а я ж тоже как и Настя. Просто я 2 дня работал, у меня теперь выходной. Да нет. Ну, оно дует туда вверх, до меня так. Свежий воздух вроде долетает потихоньку. Я выхлесос. Виталий, ты доставал? Не знаю. Неплохая идея. Моя, конечно же. Не видел. Может, Настя убирала? Плохая идея. Моя, конечно же. У нее, наверное, человек сейчас. Бегать очень скучно. Ага, подраться бы. Вперед! Ой! Стоило мало. Моя Моя очередь. очередь. Ноги за мной. Хорошо. Оу, Ладно. Ну да, он с утра был. Спасибо за капусту. да кто его знает? С дороги! Вы сажать сегодня будете? А где сажаете, на огороде? На огороде. Вы решили сразу? Все, умрете от него. Любой в дура ебала. И еще на кого же? Уже, он, наверное, уже и закончился. Чё, ебала? Сука. Маша, он ебанка, не прыгнет ни в кого, не Не знаю. Может, помощь жам пошибить? Ну, я так. У меня сегодня больше такая работа, которая пока еще ничего не приносит, но надеюсь, в дальнейшем что-то получится с этого. А, кстати, ну, знаете, что хотел спросить? А если день рождения можно будет у вас, чтобы дома отпраздновать? Ну и что-то не здесь собирать.
Не, шашлык не пожарить. Просто вы дома будете? На Я выходные? подменю. Ага. Да, на 16. Бьет тоже бесполезный, блин. Абсолютно нахуй. Ну, будем сидеть днем, Абсолютно, блядь. потому что папе на работу. Но если ничего не поменяется у него в течение недели, он работает в ночь просто. А, вернули обратно. Надо будет сегодня позвонить. Не, он наоборот, он был в ночь. Могли поменять теперь на день. Ну, почему? Потому что... Не здесь собирать. Не посидеть толком. Ну, родители, может быть, да. Ну, Жорик должен приехать, Вика с Виталиком. Не знаю, приедут, нет. Ну, так, в принципе, все. Антон с Лерой получится, знаешь? Не знаю, что. Или пару салатов каких-нибудь, мясо, рыбу запечь. Салаты. Ну да, но я думаю, что ну нарежем, мы тут дома нарежем, а туда к вам уже приедем. Ну, зависит от того, конечно, во сколько собираться будем. Потому что если папу поставили в день, то он часов до 5, наверное, работает теперь. Наверное, и больше. Ну да, это я в течение недели-то, в принципе, узнаю. Кто-то как. Жорик-то он вообще должен вроде 15-го приехать. Ага. Когда работаем. Не, ну если вечером будем собираться, то хорошо. Мы выходные. Настя и я суббота-воскресенье как раз выпало. Забыл. Да, наверное, как обычно. Ну, может, в каком-нибудь мясном. Ну, может, в другом месте. Ну да, в другом месте может просто попробовать, не знаю. Там-то, в принципе, все и так нормально. Его менять. Не знаю, правда, сколько брать, килограмма 2. Хватит и нет. Забрал. Раз я брал 3, наверное. 3 с копейками, по-моему. 3 700 он что ли сделал. Ну вот когда, да, наверное. Не знаю. Я что-то даже на цену нет. Я привык, что столько всего заплатили, уехали. Я думал, раков еще, ну что-то раков пока нет. Ну там же дядя Леша занимается, я думал, может чуть подешевле, чем по рыночной цене. Но что-то папа говорит, они не сезон уже. До 7. Это она с 10 до 7 работает. Угу. У меня с 9 до 9. Но у меня 2-2, а у нее 5-2. Смотрим.
удобно. Главное, чтобы по зарплате нормально. Да ну, без косяков по-любому никуда первое время. Как ни крути. В любом случае. Но не, у нее нет. У меня да. А у нее работа по счетам. То есть, грубо говоря, там вопросы задают, что случилось, и ей нужно ответить. Ну да. Не, ну, посмотрим, как будет. Сейчас мужик какой-то тут стоял. В этом доме. Ира говорит, «Ну, не знаю. А тут, наверное, уже теперь все занято. А вот 15 12-е? да, 12-ю снимают. по какой-то М. вообще не 13-е. Да. Вот. снимают там. Не-не-не. В 12-е. Там же Валера раньше Да, жил. вот, Вот. рядом. А вот нет, там никого. То, что там, говорю, есть какая-то, ну, хозяева мне. Так дело в том, что там Бабка и... с дедом. Там-то, я думаю, что ни ремонта, ничего нет. Мало кто и Точно. захочет снимать. Ага, гаражи. Каждый свой себе делалось. Если бы кто-то издавал, я бы уже и сам снял гараж. И только Угу. не А уже тут участок, у каждой квартиры участок еще закреплен. Не, ну по факту бабушкин тоже был. Ну, просто если как бы есть, если в дальнейшем здесь будем, что строить-то. Потому что, ну, без гаража как бы не очень. Оно стоит постоянно. Тут-то вроде не лазит-то никто. Ты знаешь, что мне Ну, просто крайний гараж, я так понял, это 12-й квартиры. Да, вот самый крайний. Дальше потом пошел 11-я. Да. А потом пошел следующий подъезд. Ну, то есть там у кого-то вообще, я так понял, 2 гаража. Крайний там и крайний тут. Не, ну, это в любом случае будет лучше. Ну, будем смотреть. Мы-то сами еще не знаем, что хотим. Так дело в том, что, ну, да нет, вроде. Спокойно, как бы нет. Ну, не уехать, ничего. Даже вот домой там, да, мы ездили. Ну, все перекрыть, не забыли ничего перекрыть. И как бы вот это едешь и с переживаниями, что... Да, Если свет тут выключают свет, да. все, его он потом Да. зажжёшь. Не, загорается нормально сам. загорается? Да. Мы вообще ничего не делаем. То есть свет выключили, свет включили, он сам вроде заработал. А чё ж? А у нее потому что было неправильно подключено. У нее и вода не грелась нормально, потому что просто фазы были неправильно подключены. Трансформатор? Нет.
Он сейчас вот... Да. А знаете, что я сделал? Я просто поменял розетку местами, вилку. То есть, по факту, оно из-за того, что фаза неправильно шла, оно не грелся. Это, короче, болезнь. Это я когда на потолках работал, а на квартире, на которой натягивали потолки, такой же котел, но они только ремонт делают, ставят. И мужичок как раз его подключал. И я с ним разговорился, говорю, ну так и так, объяснил ситуацию. Он говорит, да, у них типа это болячка. Говорит, попробуй просто перекинуть и все. Его постоянно выключить. Вода куда-то пошла, котел. Насчет этого не знаю, давление уходит. Да. Воды или чего. Ну, бары вот эти, которые давление в системе держат, оно, да, оно уходит. Мы просто подкачиваем и все. Ну, оно и так, в принципе, уходит. Ну, уже, в принципе, привыкли. Да, вот. Просто постоянно просто подкачивать нужно и все. Ну, не знаю. На самом деле, в частном доме можно и генератор поставить, и станцию нормальную под напор. По отдельности. Перед электрику. Сетки. В смысле коробки? Да. Это по-любому будет, ну, то есть, если, допустим, мы здесь будем, да, дальше, это в любом случае будет переделываться, и на каждую комнату будет идти свой тумблер. Автомат свой будет. А вот эти коробки на коробку. Сетки. Угу. И там тоже таком. Ну, так удобно. Хотел сделать, говорит, Не, с одной стороны, да, но с другой, конечно, это нужно грамотное подключение. Допустим, если электрик будет неграмотный и подключит, ну, грубо говоря, абы как, ты будешь надеяться, что отключено, а в итоге также там фаза будет идти. То есть, ну, это тоже как бы 100% не гарантирует, что на каждый элемент как бы делать автомат. На каждую комнату, да. То есть на комнату можно. Да. Ну, то есть общий делать. Но опять же, общий не получится, потому что там разный вольтаж идет. Насколько я знаю, на розетке там идет 16 ампер, а на розетке 26 или 25. Автоматы сами, да, которые вот это напряжение, когда что-то прыгает, вырубаются. и там должен Не быть знаю, этот, только если в ящике, ящик я не смотрю. платежка. За что? Сейчас Вот, я вот, пойду гляну. вот и квартира. Платишь непонятно за что каждый месяц.
Броня им не поможет. Организовал уже, да. Организовал уже, да. $1. Соберите все карточки игроков еще, то Быстро. First blood is on the ground, and we're all looking for more. Организовал уже, да. $1. Соберите все карточки игроков еще, то Быстро. First blood is on the ground, and we're all
Is it on the way? Let's see. No, he still needs like 700 gold. Taro! He gets off the morph though! Swiftly out of balance. Не знаю. Где? Где их посмотреть? To the impurities. None on this stage shrink from a fight. Dire's bottom tower is under attack. Bottom tower is no more. Dire's bottom tower is under attack. What a bounty! Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower is under attack. Dire's bottom tower is under attack. Radiant's top tower is no more. Dire structures are fortified.
forces. Dire's top tower is under attack. Holy shit! Double kill! What a bounty! Scanning for enemies. Scanning for enemies. Mega kill! Triple kill! Wicked sick! Rampage! Dire's bottom tower is under attack. Dire's bottom tower has fallen. Dire's structures are fortified. Dire's bottom barracks are under attack.
move into the enemy triangle, but the fact that they get that result out of it was way more than they could have ever hoped for. Oh my god, they capitalized so hard on that. No buyback on the Lesh, no buyback on the starter. And you got a question, we talked about it earlier in the game. Emo can pop off, he can also be a little reckless. That blink in with BKB into 3 enemy heroes basically cost them the game. I mean, he is playing with an IO, so I understand the thought process, but it's just didn't have time to relocate or anything. He underestimated the damage of the enemy team. I think he was fighting into a double damage Morphling, and if Elder Titan was next to him with that natural order, he died like 5 hits. Right. He just didn't. Just a wrong read on the situation there, and that gives Team Spirit a 1-0 lead. Crazy. And we were we were basically about to put the nail in the coffin in there for Team Spirit. They were down 8K. They lost the second rush. We thought that would be it. But able to just come back with a vengeance. And my goodness, what a display from Team Spirit. Cannot believe it. But let's see what the panel has to say about this crazy, crazy turnaround. Sorry, it was to the panel we go. Was he apologising then for Team Spirit finishing so suddenly before we didn't even expect it? We were running to the desk like, what is happening? Because it seemed that what was happening was Yatoro and Collapse are the perfect duo in Dota right now. I mean, out of the teams we've seen play at the main stage, approximately 2. Trent, what did you make of that epic turnaround right at the end? Well, you know, in the Oxford English Dictionary, the last word is ziziva. But here at TI, the last word, it's BSJ, and he covered it. He talked about burst damage, and what's happening in that game? Burst damage. I know he was talking about IG, I think mostly, but turns out he actually knew all along that it was going to be the big plays in the end with the burst damage, and that's what happened. There was no time for the actual save with the relocate coming out from Ollie, and it cost him. It's definitely a game where IG will be kicking themselves a bit because they were the ones who were dictating play the entire game, even till the very end in some sense, except for that one smoke move. They were trying to breach high ground multiple times, and Team Spirit just coordinated all their spells so well to burst these heroes. Yeah, it was just a huge amount of single target damage. It was the double damage on Morphling that he got to use in that fight. Tons of right click, Collapse hit really nice initiations as well, so even after they won the initial fight and they go for the chase down, he catches the Monkey King behind the tier 2. The creep wave is in the right position, so all of a sudden it was like we got all these crucial kills and it's a tier 2 tower, and they weren't necessarily saving for a buyback because they were so far ahead. Just open up the game in such a big way. Well, should we go back to the very start now we've covered the end and talk about the draft? Because as the draft panel was saying, as BSJ was saying, the draft was very much looking like it was in IG's favour. It was very much a load of counter picks from Team Spirit. They were set up for the defence and they were able to capitalise. What did you think of the way that Spirit did draft against IG? Did you have your reservations, Trent? Yeah, definitely. I think IG just strictly had an easier game because they get to, as Insania pointed, to wait until IG made a move and they had to respond. And the first best responses they had was going for that Roche. I mean, the first DD that they got right, got them in Aegis. That was nice, kind of delayed the game a little bit. And then later on, you have to like wait on that high ground and make that play. And I actually can't believe Collapse hit that first spear back into the tower where they just wiped out Emo. That was massive for them. Yeah. I think for IG, where things kind of fell short was just how they took high ground. I think putting the Aegis on Leshrac may have worked out better for them. I also think just not rushing high ground. They could have waited things out. One of the items that's really become prominent is Aeon Disc. Like get an Aeon Disc for that situation, like as a 5th, 6th item on your Leshrac. And Team Spirit can't burst these heroes down. So I think they kind of made a few misplays. Yeah, that was probably the biggest one. The losing the Lesh on that cliff. It could have been a Rax there instead. Game slows down. But it's so weird to think about that game because all I can think about is team fight after team fight, Team Spirit just getting ran at. Invoker gets jumped on by Slardar, gets jumped on by Monkey King. He's like running away at 350 movement speed. Good luck escaping the enemy squad, but they just lost so many team fights. But all they needed was that one good fight with a creep wave in the good position, and they just got IG on the back foot. Insane how they turned the tide of the game. Let's take a look at some of the key numbers, though, from that match. I mean, I'm still catching my breath back from that turnaround at the end there. You can see in our rather glorious, big, beautiful monitor there. Any numbers that are jumping out to you, Gods? Probably Yadro's Morphling. I mean, as far as actually like, carrying the game, I think both, you look at the carriers on both sides, but he's the guy who really dished out some crazy damage in that last fight with the double damage. Played pretty clean throughout the game. Had a really tough time playing into Slardar with the single target burst damage, but he still made the pick work.
And his net worth was really high for the extent of the game as well. His lane was maybe a little rough, but he was on the top of the net worth charts even after he died top by the tier 2. And it was really nice for Morphling to be the frontliner in some cases because he was difficult to kill. Like right before that huge fight they had, he had 52 armor and he had the Titan Sliver. So he's actually very tanky against these minus armor solutions, even if some of those run at you problems existed in the early game. Yeah, I just see Fly 10, 3, and 7, and I'm just like, you know, I feel like that's the guy who's typing in the post game, you know, about how didn't we win this game? Because I feel like we spent the entire time watching, basically talking about why IG was doing so well and why it looked like a sure victory for them moving forward, and I just got turned around. With that said, though, for carry players, like you can have this great game, but all it takes is one mistake, and it's so crucial because you are so much net worth. You're so much of the map. It's like if he gets picked off and makes that one teamfight mistake, you realize as a carry player, you only get tops 2 of those a game before you lose. So. And was it a case of it just being too fast from Team Spirit for IG to recover? Because that first Roche fight from Spirit, it looked like it could have been a mistake from IG. They were prioritizing the T2 tower, they took the outpost, and it was almost like they didn't even know the Roche fight was happening. Yeah, no, that was, again, the DD rune definitely helps. Like, Morphling's one of the absolute best heroes in the entire game since it just doubles essentially all of your damage, the way you build Morphling. So it's super fast and they grab that. But I think for me, it was just like, there were risky plays from Team Spirit throughout that entire game, and a lot of the times they were not going well. But hey, the risk paid off in the end, and that's why you just got that snap victory. It was just like such a small moment where like Bane shows in the tri-camp. They see him, they're like, oh, we've been winning the last 3 fights. Jump on it. They jump in, and all of a sudden he's committed. And you don't have time to click on Morphling to see if he's a DD. And half the time you can't tell with the cosmetics anyways, with everything flying around. So it's like you just don't. It just was such a split moment. It cost him everything. And Fly in that situation, did he need to be set up towards the later game better by his teammates? I think that was just maybe as a team they got kind of caught out by surprise there rather than Fly doing anything too wrong. By the time he got caught in the trees, you know, things had already fallen apart. Emo's the one who should not have jumped in. He didn't have any backup, or the backup he had, the IO, the relocate saves weren't coming in. But really for me, it's like, you got to give credit to Spirit for the fact they were willing to make those bold, risky plays, you call them, because so many teams, when they're down like that, they'll just keep waiting on the high ground. Because they had success there. They were defending their high ground. They managed to kill heroes twice in the top lane as well as in the mid lane. But they said, no, we're winning these fights, but now let's go make another risky move on their side of the map. IG, getting too confident? A little bit cocky? Well, not Feeling anymore. our own tingles? Was that an answer? Yeah, I don't know. We haven't brought tingles, and I don't know. This is all fresh for us here. I don't know. Okay, I brought chaos to the desk. Absolutely, my apologies. Let's talk then about whether we think IG can recover, because they're definitely going to be feeling shaken after that finish, gods. Yeah, I feel like for me, IG's a team who's going to look at that game. They've, got a very experienced coach in Super, and just be able to say, hey, look, we dictated play. We made one crucial game-deciding mistake. I think IG will be happy with their draft, will be happy with their play throughout 99% of that game. And it's the kind of game where, losing that is heartbreaking, but you're in the best of threes now, and I think they can still get some confidence from it. Are you also feeling positive about this purge? I mean, we've got to think back to that reverse sweep at the Singapore Major, I guess. Yeah, I'm sure they have plenty of ability to take that one. The tough thing is it's going to hurt when they think about that game, certainly. All they got to do is close out this series, and they're going to be like, all right, we threw that one time, but it's okay. We came back. It's gonna build some confidence. But if they happen to lose this series, that's going to be like one of those Dota cringe moments for the rest of their life for sure. Dota cringe. That's what I was brought we all here have to it. do. Who else has it? You guys all have it. I feel it. That's my version of a tinker. It's the Dota cringe. Now, Spirit, they've got this little boost of confidence now, but could they get ahead of themselves? I know it's a cliche, but it's for a reason. Most certainly, right? We're all guilty of that at times, but hopefully they can recognize that game was gifted a little bit near the end. Yes, they capitalized on the mistakes, but a mistake nonetheless was there, so you still have to tighten up. Much like I think IG can look at that game and be like, guys, in some ways that's an easy loss because, we made one mistake, we lost, but it's okay. The rest of our game plan was very good. As Team Spirit, you need to recognize there were some issues. And we got a little bit lucky, got kind of bailed out. Awesome play. That was sick, but this wasn't actually the best situation that we were in at the end. Yeah. I kind of like the idea of just embracing, let's just play this bold, risky, because they're the underdogs. And I think the way you win in that situation is by just doing unexpected stuff, by, taking those perhaps at times, poor, risky plays, but they catch teams by surprise. And this is the thing, when you look back at that game, Spirit were the ones making most of the mistakes.
Yeah, and that's because they kind of wanted to take fights, but they didn't have a super easy way to do it compared to their opponents. Their opponents had Slaughter that could jump in and initiate with a stun to set up other stuns. They could have Monkey King do it as well. Whereas on the Spirit side, like half the time their disables were like the Immorphaling turning it into a Monkey King and throwing a stun. So it wasn't as straightforward for them to take fights unless for some reason they had perfect vision over their opponents. So as long as IG played well, which they did, they didn't get a lot of opportunities in a lot of those early fights as well. They tried to jump in with collapse, BKBs are ready, which basically countered all of the heroes on the Spirit side. So they just had to keep fishing, and eventually they found one. Well, the teams are taking back to the stage, and if they're feeling anything like me right now, their hands are incredibly sweaty because it's all down to IG now. Can they make this a 1-1 situation, or are they going to be shockingly heading down into the lower bracket at the end of this one? We were saying on the panel earlier, we were feeling maybe it's going to be a 2-1 situation. We just maybe expected IG to have the upper hand as we go into this one. But you know what? We've spoken enough about IG. Let's take a look at how Spirit got to the international. Something hit him, but honestly, he's still going to be able to get the jump on. Always want to fly. Oh, that BKB ain't going to save him. Okay. As he instantly goes down, collapse, he's going to be saved as well. The false promise comes out. The Lotus Storm as well allow them to turn things around. They're in on top of Featured. General from the side, they've put the BKB. They've got to respect the Enigma. They've got to watch out for this black hole. As Yutoro's waiting out that BKB. He wants to be able to try and help Toronto Tokyo. He's now going to jump in over towards Featured. He's found the bash. Featured getting always trying to get the battle point now. Yutoro is able to find it. The black hole's down though. Allowing Featured to buy some time for himself, but the nuke damage there from Miposhka finishes Featured. They get the kill on General. They're going to be able to clean up Iceberg as well as Team Spirit take down the entire squad of Na'Vi. Use the BKB for that attempt. Yutoro got Pikachu jumping in. The Wraith King. And chain stunned. Can't stop him from taking the tower. Yutoro. First from one. Whoa! Oh, the disrupt! Oh, he the disrupt on the finger! Okay. Oh. I saw him disappear. I was like, wait, he didn't die. He didn't lose the ult. He still got a good to go. Mirror with the perfect timing. All right, oh baby. Luna has near 6k gold here. He sees a multi-shot. He sees him on top of the creep wave. Miposhka is kind of waiting. He's going to intercept the Centaur. Meanwhile, he turns around, gusts up, and kills the Invoker. Now Yutoro's got to get out of here. Toronto Tokyo is going to make sure that the Drow has an opportunity to do so with the Quill. They can actually turn things around here. On the high ground, Drow not sure if she wants to be able to stumble into that one. Miposhka playing into this tree line. Meanwhile, the Oracle once again being harried constantly by Toronto Tokyo. Glimmer caping up. Mickey's on in. Does manage to blow up one, but immediately buyback from Miposhka. Now he's stuck on this high ground with the ramps going in. Yutoro throwing damage from the low ground. It doesn't matter with your elevation. You've got him dead. Toronto Tokyo helps out with a double kill, and they don't have the buyback on Team Liquid. Toronto Tokyo now chasing after Taiga as well. He is relentless. He will not stop. He is not content until he brings down every member of Team Liquid, and he'll manage to get a third. Spirit. Empire, lay down a ward. It's in vision. Dude, they're so afraid. Vanscore, gonna get caught. Tornado. It's finally happening. Has that BKB. Arena gets thrown to all of them. Push the follow-up though. Yutaro jumps in, wants to blow him up. There's gonna be the Sunstrike afterwards. Toronto Tokyo landing all this damage on top of them. 3 are dead. Dude, what an arena from Collapse. In the moment they needed it, he gave it to them. Now, the Yule Scepter lifts up, trying to interrupt this arrow coming through, but the stun is there. They find the kill. 4 go down. There's the tip. Give it to him as Team Spirit found that opening. They wanted. Arrow sentry combo on the low ground. Forward, Alacrity on the Smiling Knight. They want to find that back line, but the Cursed Crown is there. Oh, the stun, it catches that. There's the, oh, what a connection. Yutaro jumps in. Never a chance. Team Spirit makes the play, finds the kill. They're going to TI Trent.
So I guess Invictus Gaming, they're going to be banning Mars in the next draft? Yeah, it's kind of weird. You see all those highlights, like collapse on the Mars, collapse on the Mars. Oh, wait, look, it's collapse. He's Marsing, you know? And we talked about it. We knew it was happening. They obviously knew it was going to be there, and then he performs like that. So, yes, good one. This is good insight. You're learning fast. Oh, thank you so much. I'll try not to get too ahead of myself, but it did seem like the arena was the common theme in Yatoro's success on Morphling, especially our first rampage of the main event. Trent, you've got some stats. Yes, our helpful stats department here, thank you very much, has provided us only the 5th rampage ever in the TI playoffs. I thought there would have been double that at least. Yeah. That's crazy. Committed by an 18-year-old. Murder on the Romanian National Arena dance floor. Can we call it a dance? And usually when those rampages come, it's like the game's over decidedly already. Yeah, This was like a comeback rampage into an insane finish. It was special. That's You know, it was also special. Well, not special for a certain panelist over on the draft panel, seeing Liquid's demise at the hands of the teenagers of Team Spirit. It was getting slightly awkward in the studio, but it's okay because we felt sorry for him and we actually gave him a job. So you'll be meeting Aiden again in the draft panel very shortly once we are ready to get into things. There he is, give him a wave. His first TI as well. It's all right, you're doing great. We are ready very soon to get into the lobby, but you know what? It's prediction time, boys. 10 seconds. 2-0. IG bounce back. 2-1 Spirit. Okay, let's get into game 2. Team Spirit versus Invictus Gaming. Game 2. Hello and welcome back to the draft panel. Once again, we have the pro that Frankie was talking about, Insania, and of course, Lacoste. How did you see that Lacoste? You said at the end of that last draft, I don't like this draft, but I like Team Spirit. I did, because I saw the confidence, you know, them walking on the stage, there was a bit of a delay, they're really having fun, spirits are high. And I love the confidence in the end, you know, going for that tier 4 towers. This is the snap decision making that you need to, you know, say, we go right now. Someone needs to scream, someone needs to yell, and everyone followed. And I really like that. Would you stand with your decision or your choice of words that the draft was still better for IG, but they just outplayed the enemy? I do. There were a couple of mistakes from IG. IG had this big 3 BKB timing that they did not execute perfectly, going for the high ground. Maybe there was a bit of a mistake giving Aegis to the different hero. You usually want to, as you said in our green room, I'll quote you, you want to give Aegis to the hero that, you know, deals the tower damage. So that should have been Lash instead of Monkey King. Yeah, I think generally speaking, if you want to aim to go high ground within the Aegis timer, then you want to put the Aegis on the hero that's going to deal tower damage. And traditionally that is your position 1 and your carry, which is why most of the time they end up taking the Aegises. But in this case, Leshrac is your source of tower damage, so I would prefer to see the Aegis on the Lesh. I think another interesting thing in the series was, if you guys load back into the replay, those of you who care, you will notice that at one point, Team Spirit took over the triangle where they found their team fight that got them back into the game. So they probably had vision there that they were smoking towards in the end. So this vision set up by Miposhka at some point in the game really enabled a potential comeback there. And something that a lot of teams do poorly is they will sit in their base when they fall behind. But Team Spirit, they decided to move over to the enemy triangle and set up this ward that gave them the huge rampage comeback. Is there a power to the fact that Team Spirit picks these comfort heroes? They always try similar strategies, things that are tried and true. Do you think this gives them the ability to have this confidence? I think when Lacoste said right, the draft I don't think was very good. Okay. But it was comfort heroes, like you're saying. I think after a game like this, you feel relieved that you got the win, but you know in the back of your mind that we might need to still switch up the draft a bit to be in a better position in the next game. Okay. Do you find that comfort is a good idea to go for the first game of the series to get that potential win and get it out of the way? I understand that you would start there, but I think you're going to have to develop and adapt. And I don't expect them to give IG all the pacing again like they did in game 1. All right, we're starting with the draft now again. We see Doom and Lion on the IG side, and Team Spirit picking a favorite here. It's going to be a really big change of pace. Weaver and Legion. We were actually talking about this, Lacoste, that we think of Collapse as this big teamfight hero, tanky teamfight, not so much the single target initiation. What can you tell me about this start for them?
This is something that's going to provide them, again, Legion Commander got banned out in the second phase after IG picked Lion in the first game, so it's a dispel mechanic, it's a free BKB once you get a shard, 1.75 seconds, and it's also a decent amount of heal against the Doom that could, you know, make the difference, whether you die or not. Also, Fever, we still don't know where it's going to go, judging by the team's Spirit, the way they played it, it's probably going to be that position 4, the classic standard build, Spirit Vessel into Aghanim Scepter, and then Aghanim Scepter, you just get huge value. I already said at the start of the previous game that I really liked Mira on that Weaver, where he makes so much space, he gets tons of levels. Like, one of the good things about position 4 Weaver is that you're really survivable, and sometimes when you do a trade, let's say your offlaner dies, enemy safe laner dies, you get the free levels, you get the gold, and one of the reasons why the hero is so popular. If you have a Legion Weaver lane, let's say put it forward and saying, what do you think of that lane? Is it a strong lane? I think it's a good enough lane in most cases. Okay. You're going to get farm out of the lane. What I think is important to note here is if you think about how Doom functions, he will put Doom on someone, and then it will slowly take the hero to death, right? And when we talked about earlier, we talked a lot about timings, because timings are very integral in the way you draft. So when you have Weaver when Weaver reaches the Aghanim's Scepter timing in the game, he'll be able to reset heroes back from getting doomed. So most likely the heroes that get doomed won't take out over time. And I think this puts Team Spirit in a position now that they have very good scaling as the game goes on. Their timings are very strong against IGs. The instant initiation from Lion can get dispelled by the Legion Commander, followed up with if he buys the shard, then there's no stun coming out, there's no follow-up on that, which will get a hero out of trouble very easily. To go back to the Aghanim Scepter, I like that IG responded with Doom plus a Lion, so that's there's burst damage that they need, so maybe Weaver will not be able to get the Aghanim Scepter off. We've seen, you know, Lion, you're charging that Finger of Death, and sometimes it's all it takes, that a bit of an extra burst damage. This time around, Tiny will get banned in the second phase by IG. Same goes for Wraith King. Of course, Wraith King, one of the better counters to Doom. You are not going to get doomed in the team fights most of the time. Tiny, it's a flex pick for Team Spirit. They played it quite a lot on the mid lane, and they also ran it on the safe lane when it's needed. This time Team Spirit also got rid of the Monkey King, which they saw as a threat last game, and also, once again, melee offlaner, making sure that you want to have an easier lane here. Insania, can you tell me the strengths of this Doom Lions starting combo? I think the nice thing about it is that it's fairly flexible. You can still run the Doom pretty much in any position. He's going to accomplish what he wants to accomplish. The Lion they ran in the safe lane the last game is played by Kaka, I think, pretty much exclusively on their team, but they have the ability to flex it between the safe lane and the off lane. So IG's sticking a little bit more to this idea of like, we want to have a more flexible draft. We want to be able to do what we want with our heroes here. I think the Lina ban from Team Spirit is something they should look out for. Chinese teams consider this hero to be very, very strong against Leshrac, and we noticed in the last game the Lina got banned, IG instantly went for the Leshrac, so I think that might be something that's on their mind to potentially ban out. Lina in general just feels super strong. We're staying away from this Yule Scepter, Lina Spellcaster type of a build. It's just most of the time Boots of Travel into BKB, into Crystallis, which can be transitioned into either Daedalus, or you know, we can see the Silver Edge when it's needed. A lot of the heroes that have break, like that don't like to be broken in the game, are not as popular because the Silver Edge just feels like one of the best items right now. Is there any hero you think it should be being played that because he's broken, you wouldn't play him on Lina? Is there any hero that comes to mind that you think? Yeah, Spectre. I definitely expect much more Spectre to be picked, but Silver Edge, like you see Silver Edge being picked from the off lane, from the mid lane, even the safe laners. Some scourge of the battlefield. 5 seconds. 10 seconds.
battles remain. Ну и что ждете? Ну-ка, скорее, что ли? Жестко. Пожалуйста. Normally. Normally. Надо мышку просто. А, не из-за мышки? Что-то. Сколько раз уже? Понимаешь, вот так будто он меня проверяет. Да с чего ты взяла? Не знаю. Prepare for battle. Так тому и быть. Несите меня, кости. Не, да. О, да. Нет. Мы не ищем легких путей. Ну, конечно. Are you ready Да. to rumble? Спешу изо всех сил. Да, она оплачивала. Да. Кто не против? А, может, никто не приедет. А, Вика, Виталик не приедут. Да? They've trained hard to get here. It's time now for the final fight. Нет, у нее не получается. По графику. Спешу на визов. Ой, я же пятерка забыл. Замечательно. Все хорошо, я такое бывает. Что говоришь? Мы не Все ищем хорошо. легких путей. Несите меня, кости. Наботал сразу. Вперед. Так, что тут шейкер? Спешу на визов. Шейкер с кем? О, еще и с Нуксом. Серьезно? Тому и быть. Спешу изо всех сил. Так, я думаю, что тут сразу надо нести. А вот и я. Не поставишь. Даже не думай. Ну, конечно.
Буду смотреть. Замечательно. Несите меня, Кости. Да. Ну, конечно. Сколько я товар поставил? Вперед. Эссенция тьмы. О, да. Ой. Спешу на вызов. Куда ж он воткнул, интересно. Так тому и быть. Что поделать? Спешу изо всех сил. Да. First blood. Первая кровь. Хо-хо-хо-хо-хо. Замечательно. Теперь знаю, где он поставил. А, вот. Сильное лекарство. Мы не ищем легких путей. Я пойду сделать вот. Я не успею на этой. А вот и я. О, да. Вперед. Спешу изо всех сил. Пошла. Ой-ой-ой. На том свете совсем нет свободных мест. Пришлось вернуться. Да. Да. Мы не ищем легких путей. No, take that. Несите меня, Кости. А вот и я. Так тому и быть. Берегите лягушку. Замечательно. Ой. Прыщи. Жесткая комба. Капленец фласк. Замаринованные глаза пригодились. To victory. Замечательно. Зайдешь? Родимая. Металлопашу не да. Я не помню, что не попал. Да. Ну, конечно. Спешу У изо нас всех никого не видно. сил. Да.
Вперед! О, да! Несите меня! Верка утапывается. Наверх. Спешу А вот и я. Она утапалась. Я сказал. Так тому и быть. Поберегись. Замечательно. А вот и я. І кидай все. Спешу на вызов. Ух. Ну, конечно. Моя магия все сильнее. Да! Несите меня, кости. Моя родимая. Вперед! Which Тому и быть. Спешу изо всех сил. Да. Мы не ищем легких путей. О, да. О, да. Лови. Ну, конечно. Атакую. Легких путей. Несите меня, кости. Вперед! Да! Спешу изо всех сил. А вот и я. Да. Замечательно. Это за мои услуги. Так тому и быть. Так вошла. Да, блядь. Верка да наверх ушла. Вызов. Ну, конечно. Не уйдешь. Да, я вскрою черепушку. Спешу на вызов. Замечательно. Да. А вот и я. Мы не ищем легких путей. О, да. Спешу изо всех сил.
Несите меня, кости. Вперед! Земля превыше. Да. Так тому и быть. Замечательно. Тьма меня признал. Вперед! А вот и я. Так тому и быть. Там еще где-то шейкер. Меня, кости. Битва отгремела не напрасно. Спешу на визов. Давай. Спешу изо всех сил. Ай. Ну, Спасибо. Сейчас иду. Играть рано. Черепушку. Да ёбаный. Блять. Сори. Мы не ищем легких путей. Look to your top tower. О, да. The enemy attacks your Вот и я. top tower. Your top tower is under О, attack. да. Мы можем еще раз шейкера, есть ульта. Спешу на Хорошо. визов. Вперед! Замечательно! Моя родимая. Ну, Вот сука. сейчас Спасибо. Dire have fortified their structures against attack. несите меня, кости. Да! Look to your top tower. Может, дашь дуэльку там, что-нибудь? Fortify their structures. Клоун на леге? Spree. Double kill. Спешу изо всех сил. Кости бьют. Ну ничего нет. Ну, 40 титов. Мы не ищем легких путей. Да, брат, так бывает. А вот и я. Несите меня, кости. Да. О, как пошла. Спешу на визов. Так тому и быть. Закрываешь мне очи. Я это ценю. The enemy attacks your bottom tower. Можем? Look to your bottom tower. Sparks that may blaze into a skirmish. Не надо там ничего ломать. Bottom tower is under attack.
Замечательно. Your top tower is under attack. Спешу изо всех Your сил. top tower is under attack. О, Your да. top tower has been overcome. Вперед. Он с Аганимом уже. Замечательно. Has been demolished. Спешу изо всех сил. О, да. Так тому и быть. The enemy's middle tower has been destroyed. Битва отгремела не напрасно. Я. Серьезно? Пиздец. Что тобой руководило, когда ты этот вард ставил? Несите меня, кости. Чувак, даже если так, смотри. Если люблю, блядь, сколько зарубиться. Ну так, блядь, пиздец ты тело нахуй. Glyph is now active. Remember that a true competitor honors always. Вперед. Dire structures are fortified. Мы не ищем легких путей. Ну, конечно. Как гром среди ясного неба. Я. The stalwart will hold, the weak will falter. The true heroes are the ones who wait all the way. Так тому и быть. An ephemeral masterpiece. Да. Несите меня, кости. Ну, конечно. Мы не ищем легких путей. Вперед! О, да! Иллюзия! Спешу изо всех сил. Замечательно! А вот и я! Да! Так тому и быть! Ну, конечно! The enemy's top tower легких путей. А, смог разбили. Несите меня, кости. Вперед! Замечательно!
Когда все Свищу изо всех сил. О, да! Your top tower is under attack. Мы не ищем легких путей. Спешу изо всех сил. Да. Спешу на вызов. А вот и я. Ну, конечно. Так тому и быть. О, да. Тени, если что, ну стак от шеи. Несите меня, кости. Вперед! Замечательно! Ну, конечно! Так тому и быть! Вперед! Спешу изо всех сил. Каждый немощь навеки. Вот и я. Несите меня, кости. Мы не ищем легких путей. Замечательно. и не подстрахуя вард сниму. Надвигается Пиздец. Нормали. Я прибыл на повторный осмотр. Да. Some sacrifices must be made. Your middle tower is under attack. Radiant structures are fortified. Враг излечится сам. Да. Сейчас сниму. О, да.
Лишним не будет. А вот и я. Bottom tower denied. Ну, конечно. Спешу на вызов. Спешу изо всех сил. Так тому и быть. Вперед! Несите меня, кости. Да. Мы не ищем легких путей. Так тому и быть. Невидимость. Ну, конечно. Are you ready to rumble? Замечательно. Спешу изо всех сил. Мы не ищем легких путей. Я становлюсь сильнее. Несите меня, кости. Вперед! Спешу на вызов. Гоу. Блять, ну что ты просто так отдаешь, сука? Ну тут вард стоит, если чё. Killing spree. Double kill. Dominated. А вот и я. О, да. Так тому и быть. Да. Блять, пиздец, кто книгу забрал? Your top tower is under attack. Упажу. Или не упажу уже. Да иди ты нахуй со своим вардом, блядь. Пизду. Хорошо. Also requires dire structures fortified. Большой вижен расставили. Втроем дерет, что ли? Дерет. Ух, конченый, ты разговаривать даже умеешь. Ясно, блядь. Ну прыгай, давай, прыгай, я ж поставил. Так палку, блядь, работает же. Так Да мы тебя туда.
Охуенная палка, классно. Кайфанул. Ждал, пока шейк Пошел ко мне. кик оставил. Замути вы его, чего вы нажарите? Чего нервы требуете об этого клоуна? Значит, выиграете, этот клоун на этом ГГТ останется. Где братка? А нахуй она нужна, тут правильно. Довольно тебе трепетать. А уже виден стоит. А, дойти даже не могу туда, чтобы поставить, да, что наше. Ну, просто на леди клоун. Нихуя себе. Ну, конечно. Your bottom tower is under attack. Бэк. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. Вперед! Your bottom tower is under attack. Не надо. Не надо. Даже да, зарубить не может. Ну там, ну да. Арена какая же, блин. Удали доду, пожалуйста. Иди вон в развивающие игры играть. Там раскраска. Я вроде шагал, нормальная тема. Мозаика, пазлы. Забить стоит. Профилактика. Щитового лекарства. Спешу на виза. Спешу изо всех сил. Блин. Замечательно. БКБ покупаешь, так. И может быть уже. Я прошу. Лего, возможно, на Рошане. Возьми, да. The top tower has fallen. Ну, позвольте. Вперед! Это купи обратку. Хоть полезное сделай что-то за игру. Самое полезное будет, если ты купишь, это обратка, поверь. КБ есть. Спешу на визов. Только не ломай, не ломай! Так тому и быть.
Если он меня убьет, то два без бая. Они не нарушили. А вот и я. Что вы там делаете? Не знаю. Девушек? О, да. Все. Они на Рошане, это факт. Давай, надо пушить. Я думаю, когда начинается там вроде нету никого. Спешу изо всех сил. Ну, значит, они тупые. Мы не Даже не идут на Рошане, а заканчивают. Давайте шоу, что купить Лего? Точно не обратно. Наверное. Я не знаю. Ставлю на доедалу. Урона мало. Roshan has fallen to the dice. смерти. Вперед. Ну вот я сейчас сказал. Так тому и быть. Monster kill. Забей, куда вы? Без сларка драться не варит. Там вижен повсюду. Ну там повсюду вижен. Алло, хелпаните! Нечем. Да, давайте. Го-го-го-го-го-го! Вы, блядь, шкурите там все после бая. А что, надо отойти, ребят. Меня... Отойди, Слар. Отойдешь, вообще буду замечательно. Да они без бая. Бьем. Ну так байбек, если что ты стоишь в таверне 70 секунд. Он с баем, мне говорит еще. Давай, убиваем нахуй. Ой-ой-ой. Да нет. Гыря. Егеря побил. Еще пристрелила, да по трупам стрелять, скука. Пошли задефили. Не с такой лего это ангел. Давай, дизаптор, сделай. Ультани меня что-нибудь. Что ты? О, там Грей будет. Ладно, репорт, киньте леги. Next выиграем, ребят. Лего, да, это клоун. Nice, right? But yeah, I just, yeah, I'm not sure. Что мы тут имеем? Там добавилось вот так надо. Ряд. Ау.
Так. Почему я не удивлен, что полная поддержка? 5 seconds. Ten seconds. Ребят, пикайте, пожалуйста. 5 seconds. Возьмите огра какого-нибудь, чтобы бафать меня. Я сол выиграю. Блять, огра взяли. Зевса, наверное, какого-нибудь, чтобы тычку контролить. Блять, а вот почему у него не отменяется? Потому что я хотел тоже взять. Сука, у меня постоянно такая дичь. А потому что мы уже пикнули наш пик. Наш пик уже пикнул. Огра бери. Алло. Огра нет. Ну, что хочешь, а бери. за Энигму сможешь? За Энигму? Нет. Зевса бы тоже забанил бы, если бы нас послушал бы. Зевса Тимит — это вообще изи игра. Фантомка, дай один вард. А, все, раздал. Я дал. Что, ты как, через БФ или сразу на дизель? Сначала сабель, а потом дизель. Доктор. А вот и я. Так как игра пойдет. Prepare for battle. Теперь я Тимберсов. Крекер тебя не гоним? Легких путей. Жопу тебе вот так вот сверлом. Так тому и быть. А вот и я. Знаю, если я лак поставлю, меня эта хуйня спадет. Вся. 30 seconds to let the countdown begin. Так тому и быть. Несите меня. Что, запинаем? Видел. Виделка. Спешу изо всех сил. Кинжал, катку. Зашибаем. Ёбаный в рот. Пиздец. Тоже мне, цареубийца. Танковал, блин. Мы не ищем легких путей. Вперед!
Блядь, серьезно. Ура. Пиздец, 5 маны. А теперь видишь люди. Courier has been killed. Спешу на вызов. Вперед! Перейди черепушку и пересчитай. Это тупой, зачем ты туда идешь? Мы не ищем легких путей. Красивый центр. Я ебал. Замечательно. Атака. Нет. Делай стак. Так вот. Так тому и быть. Ну, конечно. Надвигается проклятие. Эссенция тьмы. Перейди черепушку. Спешу изо всех сил. Несите меня, кости. Спешу на вызов. Американец. Я взгляну на тебя изнутри. Мы не ищем легких путей. Да! Bottom is missing. Что? О, да! Вперед! Сильное лекарство. А вот и я. Ну, конечно. Так, не стакни. Смерть все излечит. Спешу на вызов. Спешу изо всех сил. Сука! Мы не ищем легких путей. Да! Да! Так тому и быть. Несите меня, кости. Хороший. О, да! А вот и я. Вперед! Опутала вашу небо. Замечательно. Так тому и быть.
подойдет, стан пропишу угол. Ну, конечно. Ужас. О, да. Пошла. Видит отменный порошок. Да. Превосходно. Спешу на визов. Занято. Спешу изо всех сил. О, блядь, где тусит? СС? Сказал, алло, блядь. Ай, значит, не слышал. Когда решил доебаться, блядь. Ну надо сначала доебаться, то так неинтересно. Так, старому, блядь. Быстрее облаков. Замечательно. Мы не ищем легких путей. Несите меня, гость. The enemy's middle tower passes into history. О, да. Trains unseen. Да, ладно. Да пидор ёбаный старый. В свете совсем нет свободных мест. Пришлось вернуться. Так тому и быть. Хорош. Замечательно. Будто лапаши неба. Повернись. Ух ты ж, блядь. Иди сюда, блядь. Что там идут? Не умирай так быстро. Прилечили ты чё? Тут еще есть. Сейчас у меня палка откадашится, ему пизда. Стойте, стойте, не лезьте, не лезьте на него. 8 секунд. Жестко. Раз. А вот и я. Ладно. Спешу изо всех сил. Я вижу, книга никому не нужна, я ее возьму. Ну, пизду дадим. Да. Замечательно. Да, мне пофармить немного надо, мне до сабля не хватает. Так тому и быть. Ну, тачки Блядь, только забыл отошел. разбить. Слышишь? Хотел пиздануть килок. У меня и так 0 килов.
Так все плохо. Мне просто 170 голды не хватает, чтобы вообще уезжать, ходить. Ну, тут не сделать надо. Если что, залито. 2 секунды. Да, теперь можно вниз. Готов. А, ебать, пока дошел. Фантомка, живи, 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 я иду под инвизом. Ух ты, ебать. Дайте. А, тут вижу. Подожди, доктор, какого хрена ты ушел от меня? Если я здесь подраться пришел, что случилось? Ты спокойно фармил. Убили, чем? Ну, бля, братан. Ты же видел, что ты один остался. А, сука. Блять, и там нормально не подрался, и там убили. Иду. А, ну ебучая улташ, да. Убьем? Крипов не трогаю, мне только киллы надо делать. Блять, мне бы нейтралочку на самом деле какую-нибудь. Забери у меня. Мне это не подойдет. Мне нужна эта, понял, палка. Сука, увидел. И пошел нахуй. Ой-ой-ой, отъебитесь. На тоненького. И секунду я палку ебанул. Больно, наверное. Мне нужны крипы. Короче, пушит потихоньку, что ли. Надо было тебе шапку дать, зачем я его? Спешу изо всех сил. Эх. Замечательно. Фантомка развлекается, блядь, ой, блядь, блин. Здоровое тело, здоровый дух. Да. Будет совсем неплохо. Мы не ищем легких путей. Вот и я. Вот эта штука мне нужна. Давай сразу. Богатство, к тому и быть. Сейчас всех парней. Так к тому и быть. Окей, я упал. Quest for ultimate glory continues. Тоби пизда. 20 стиков есть, я хз. Ну, если ты я скажешь, выдвигаюсь, но не знаю, успею, нет. Там здесь. Да, тебе как. A battle seeks resolution. Меня атакуют.
засверкало. Че, я думаю, отходим тогда. Now the fight resumes. But will it follow the Разделяемся same все, да. pattern? Your middle tower is defending itself. Your middle tower is under attack. Фантомка еще что-то нихуя не имеет. Да, блядь, у нее все печально было. Очень. Поэтому ей надо время, чтобы выхлемать. Спешу изо всех сил. У нас на команду 18 киллов, а не 28. Ладно, из них 9 моих. Вперед! Можем? Вынести. Не дотягивайся. Хорош так, хорош. Уже второй раз отложишься. Контрпик ёба. На нахуй. Здесь мины стоят. О. Гений. Снимите, пожалуйста, мины, ребят. Где? Вот здесь. Сейчас приду. Вперед! Мы не ищем легких путей. Спешу на визов. Ставь, пожалуйста, еп. Замечательно. The enemy attacks your middle tower. Да. Нахуй. Предлагаю подраться. Я лечу. Чуваки, ну а вы где, блядь? Ну подрались же, блядь. Вы меня рубили. Ну это чё, блядь? Короче, в пизду, блядь. Найс. Ну, БКБ и себе рейджи, все нахуй. Хорош. Весело. Замаринованные глаза пригодились. Позвольте. А вот и я. Спешу изо всех сил. Убей. Там сварк еще. Несите меня, гости. They seek an advantage. Ну, конечно. Так тому и быть.
Ничего. Там центрик стоит. А пса там нет. Ебаный тэч! Сдавай еще меня, убивай нахуй. Хорошо начинал с 9-1 шел, блядь. Is under attack. Вперед! Dark structures are fortified. Замечательно! Your top tower has been denied. Dire structures are fortified. Пушит, не отдавайте мне этого. Мы ищем легких путей. Там могут потянуть. Блять. А вот и я. Тонко живи. Ну ты с ней пиздишься. Бери. Ну, конечно. Your middle tower has been denied. Every measure Дай палка, дай палку ему, блядь. Да уже все. Раньше надо было. Идите, пожалуйста, блядь. Блядь, я тебя спас, чтоб ты умер, ёбаный твой рот. Спешу на вызов. А вот и я. Вперед! Не надо так. Несите меня, кости. Ходить боюсь нахуй, тут тэчес, блядь, насрал. По-любому. О, да! Ну, конечно. Собирайте эти айоны. Все, контраты часа. Кстати, об Айоне, что я не подумал. Замечательно. Видел? Ой, тут что-то подлагало. Минеры, ребят. Он где-то тут минирует. Вот здесь. Сука. Разминировал. Там отойдите, только дайте. А, понятно. Заставка, блядь. За мной этот лежит. Radiant structures are fortified. Раук. С пылу с жаром. Убьем его? Сейчас буду посильнее. Так тому и быть. Идите моего одного этому БКБ. О, да! Несите меня, кости. Спешу изо всех сил.
Я предлагаю собраться впятером, забрать Рошана и идти по миду. С вардами. О. Рассказал свой план. Дождаться моего БКБ. Мы не ищем легких путей. БКБ тебе не спасет от тех часов. Спасет хотя бы, блять, от Огра или от Физиса, как минимум. Течис, блять, у меня настолько гений. Да они сразу палятся, это же эти 1К, блять. Они вот как идут нахуй, все впятером в одну точку, там и мины, блять. Bottom tower is under attack. А вот и я. That which protects also Шибалу ему надо разбить. Не, минируют там. Несите меня, кости. О. Ёбывай ему ульт, он тебя убьет все равно. Ой-ой-ой. А теперь не убьет. Козёл, блядь. Пизда ему. Так, здесь где-то Сентрик стоит. Тут мины. Да-да. Гем надо. Все голды, чуваки. Могу взять гем. Тридцать голды. Ставьте тройку. Мои кости срастаются. Да! Замечательно. О, да! Че этих дружок? Дружков убить? Пиздец, как подставился. Сейчас, 5 секунд. Ставьте тройку, ставьте тройку. Да ебал в рот этого Тингера, заебал меня скидывать. Также в 8 классе с дерева пизданулся, руку сломал. А, да ладно, не поставил. Будто лопашу неба. Да, иллюзия. Оздоровляюсь. Замечательно. Спешу на вызов. Слышится то, что Рохан не заминирован. Несите меня, кости. Да! Стой. На. Чем? Так тому и быть. Ну, в смысле, пиздатая штука как бы. Яша бесплатная. Че, блять, я чё-то не прочитал. МС, там, скорость атаки, все дела, что надо. Мне вот анимация атаки надо. Покажи. Что там гибнете? Мы не ищем легких путей. Заберет? Ну, Лина он пусть берет. Спешу ПД. изо всех сил. Новая топлива. Хватит, я всем чем можно промазал. Ой-ой-ой.
Ебать, все собрал, блядь. Не, уходи, уходи. Чуваки, это я забыл. Превосходно. Проебать, конечно, сюда. Бывает. И ульту, блядь, и в палку. Ай. А, блядь. Давай попробуем этого Зевса по-бырому. Ёбана Да рот. сука! Да ну блядь, ну чё за форзастафа ебаная? Дерись, дерись. А уже не дерись. Блять, кто меня поднял? Просто соло, блядь. Фантом, иди в лес фарми, где нихуя нет. Сюда, бомжи. Здесь мина. Есть ваш? Реально этот джем. Здесь Vision у них Джем. в центре стоит. Джем. The enemy's top tower falls to oblivion. Спешу на вызов. Несите меня, кости. Спешу изо всех сил. Регенерация. О, да! Ставь снизу, пожалуйста, МК. Мне на силер не хватает. Ладно. Вперед! Зря. Ну ладно. Давайте отойдем, вот устроим. Нам бы уже собраться, ребят. Да нам давно это надо делать. Блять, пока сварка нет, надо что-то делать. Несите меня, кости. Ёбаный гандон. Блять, не успел, сори. Козел, блядь. Блять, КД Ну все. хоть гем не проеби. А как я тебе его не проебу? Блять. Может его не увидят? Я сейчас спижу его. Сварк уже стоит. Он. Хрена с вами. Спиздил. Пиздец. Your middle tower is under attack. У нас пайпы нету нахуй. Я вот смотрю просто под эту У нас пайпа уже хуй пойми сколько. У нас укора итемов нету. Вот смотрю, мне в ебало прилетело 71% нахуй магического урона, блядь. Пиздец. Your middle tower is under attack.
Ёбаный в рот. Что такое? Пошел играть пиздану, потом уже пойдем на Рошана. Легких путей. Яна. Заебись. Пизданул, да. Хуй вы эти хуйни, это что? Ой, блядь. Смерть силы слышать. Ёбаный в рот, ну такой спейс сделал, ну пиздец. Нихуя не можешь. Your middle tower is under attack. 15 откуда? Излечиться сам. Дай я взгляну на тебя изнутри. Tower is under attack. Bottom tower has fallen. А вот и я. Ну ты, может, вот эту шмоточку возьмешь? Я ее возьму. Спасибо нахуй за игру. Здесь чуваки нет? Подожди, они может съебут сейчас. Да нахуй они съебутся, они умеют все скушать. Зевса убей сначала. Короче. То, что у них ген. Надо Рошан как-то попробовать забрать. Пусть берет. Ты дай-ка мне гем. А как я купить сейчас на дерево поставить? Я на дерево запрыгну, дай гем. Кого гем? Гем, дай, блять, Рошана надо забрать. Я сейчас на дерево залезу. Ну ты можешь на дерево залезть, а он может рядом постоять. И стойте. Вот в этом углу нету ничего? Да вроде нету, блять. Подойди, возьми. Здорово. Сварка нету. Я снова среди живых. Вперед! В моей легенде. У них один тэтчес играет, охуеть. Ну, Зев 16-5 так-то. Блять, на стиле. Он в соло может убить. Никого, блять. Дефать. Your middle tower is under attack. Я не знаю, что Мартра делает, когда у нас Аегис. Новое топливо. Несите меня. Ты выкупил. 40 минута. Любой. И драться надо идти. Замечательно. Тимбера, они без Тимбера, чуваки. Мы не ищем легких путей. Тимбер Марту, он сейчас ебашит. Готово. Ну, конечно. Давай сзади. Несите меня, кости. А, Мартра даже Тимбера, он солоч.
нашли, ребят. Они без Зевса. Не беру. Без фантомки, а как фантомка сдохла? Меня Зевс нашел. Что за пиздец творится? Пиздец, можно, блять, выйти поиграть-то, блять, из стана? Да. Зевс идет. Прикольно. Красиво. Блять! Но не помогло. Ну пройдем, это чисто из-за тебя будет. Это я не знаю, как надо так быть, блять. Your middle Скинь tower is гем under attack. на фонтане. Now you must decide. Я сейчас с руки нам спушу. Скинь гем, пожалуйста. Пока не пойдем нахуй его, чтоб не слить. Да, не идите, все, собираемся все. Оба КБ проебать. А как-то выцепить. Байтарит. О, тогда заберешь, да, гемчик, хорошо. Давай, давай, давай. 40 минут жить не нафармился, он меня попизди. Я просто излучаю силу. Мы не ищем легких путей. А чё гем не забрал? Часа 25-й. Вот эти часа 25-й, охуеть. Берите гем. Вперед! Блять. Файт прям ебет. Мины. Спешу изо всех сил. Несите меня, кости. Блять, я не знаю. Иди к нам. Она нахуй. Спешу на визов. Подойди с гемом. Подними его и стан ёбнем. Ну, конечно. Вы не убьете. Я уж обрадовался. Я думал, все, пизда, игру закончили. Стань, пожалуйста, с гемом. Мы не ищем легких Чтоб Вижен путей. не давала мина. Смерть все. Помогать, бежим. Замечательно. Эти напрямую, да? А вот и я. Столько магического урона, это обосраться можно. Какие итемы лежат? Вы че ничего не берете? На эту шмотку не берет. Лина, ты прокат собираешься? Нахуя тебе туника, скажи? Так тому и быть. Настоящий огр куда-то ТП делает. Огр вниз идет, ребят, уходите оттуда. А, здесь не вижу. Их отхуярить можем. Да вы без меня, ребят, ну не надо, пожалуйста. Легких
Фантомка, короче, в пизду тебя. Просто в пизду. Всю игру хуйню делаешь какую-то. ПКБ. Нахуй нажимать. Мы себе все равно там умрем. Какой смысл? Выигрышно, если что, было. Слышал то, что ты через саблю собираешься, я сразу понял, какой-то охуенный пахнет. Я пришел освещать Любой. Атакую! Забери, Дим. На визов. Несите меня, кости. Шлин возьмешь? Замечательно. У тебя рейнджа подальше будет. Почему ты вот эту шмотку не можешь взять? Будь другую шмотку на скорость атаки, например. Спешу изо всех. Блять, сопротивление. А вот и я. Тунику возьми, там уклонение, блять, скорость атаки и, блять, передвижение. Фармить будешь быстрее, пиздить быстрее. Нахуй тебе эта хуйня. Замечательно. Рано хуярят. Спешу изо всех. Идем. Тэч там один сидит. Вот да. Тэч там один был. Здесь вот мин дохуя. Не бойся за меня. Смерть не за... Я разминировал. Вперед! Что, заходим? Хер знает. Блять, нет. Ау. Мне в пизду на дереве сидеть. Тут хуесос где-то сидит. О, сварп тут. 5 секунд упал. Все. Алло. Отойдите с-под этого. Ой, он после бая. Слава богу, блядь. Выбейте у них байбеки хоть. Этого. Давай, мы его убьем, короче. Он вас разводит. А, окей. Ой-ой-ой. Сколько ветров. Пусть игры долбоёб. Охуенно. Попробуй не умирать. Гвардия, ебать, хуярит. Здесь вот, короче, мин встречай. Я ёбну. Бери, ты сожги вторым стволом дерева. Да ладно. Забери. Пиздец. Короче, удачи нахуй. Полный пиздейшн. Да забирай Да себе выложи. нахуй. Ко второй не можешь ждать, не видишь, я умираю, Да блядь, ложи нам пистолет, трончу забери ломают, гем. нахуй. Дашь мне шар? Лин, ты чё? Блять. Это пиздец. Да ТП сделай, ублюдок!
вот этим умом проебал игру, кстати. В итоге мины не встретил нихуя, я все словил. И, блядь, не помогла Рошану. Какие мины ты словил? Ты чё, блядь, несешь, ебаный в рот? Мины словил. Какую мину тут? Нихуя ты не словил. Ты, блядь, до Рошана сдох просто. Спорим? Спорим? Ну, блядь, зачем искать виноватого, если тупанул, блядь, по своей вине и ищешь виновника? Нахуя это делать? Да, блядь. Ты мог Поверь, отойти вот от то, что Рошана эту и ошибку- все. Вот эту ошибку я сделал, мне похуй. Я за всю игру нахуй, я вам всю игру тащил. Да, пиздец, расскажешь Даже так сейчас, не могли блядь. выиграть. Ага. Не можешь принять свою ошибку, друг. Нет, что ли? Я мид отъебал его. Да и чё, что ты мид отъебала по игре? Ты, блядь, сколько раз ульту нахуй мимо подставил, ебаный в рот. За 2. Это минимум, У нас блядь. нету нормального контроля, чтобы я раскрутился. А, ну зачем ты просто, блядь, ты за собой же косяк тоже нихуя не видишь. Не спорю. Ебать, там с рефрешером. Отходи, все, блядь. От дефа играем. Ну, конечно. Съел, что ли? А, ну да, все себя. Что? Давай. Is under attack. Your top tower has fallen. Мы не ищем. Все. Вперед, всё. Ставьте борды вокруг баш... Ой, ой, блядь. КБ. А, уже все. В пизду я ебал. Башка нахуй кругом. О, все, ты не выйдешь из стана никогда. Сатаник, прожми ебло. Ебло, сатаник, прожми ебло, ты утиное. Вот вам игра на пятерке, ребята. Сейчас жизни проебать пустую нахуй. Больше никогда коров в пизду, блядь. Какие сборки ты придумаешь, это ж пиздец. О, не то нажал. Блин. Болел его. Whom would you remove from this battle of the ancients?
remain. Ten seconds remain. 5 seconds. Prepare for battle. Услышь песнь моего топора. Gods and men alike, tremble! 30 seconds and counting. Ho-ho! I live for this! Как пожелаю. Radiant versus Кто посмел бросить мне вызов? Я всю эту арену усею трупами. Я сломаю их кости. Бегу. Да прольется кровь. Так точно. Рогами и копытами. Сталью и силой. Не тронь. Хорошо. Смертельным аллюром. Еще монетка в мой кошель. Да. Да. Протоптанная дорога. Да. Моя сталь жаждет крови. Голубь смерти. Рык
в крошки. Не сейчас. Враг мне не страшен. Тебя! Ну хуй ты, блядь, стоишь-то, блядь? На куски. Рублю с плеча. Смертельным аллюром. Рысью. Хорошо. Да. Сияющая рана. Да. Ну, бля, плохо. Кто посмел бросить мне вызов? Враг мне не страшен. Голубь смерти. Так точно. Игу. Да прольется кровь. Моя сталь жаждет крови. Я сломаю их кости. Кости в крошки. В атаку. Протоптанная дорога. Как пожелаю. Красивая смерть. Рогами и копытами. Radiant structures are fortified. Сталью и силой. Да. На колени. Как пожелаю. Так точно. Да. Да. Протоптанная дорога. Моя сталь жаждет крови. It's not even my birthday. Взмах хвоста. Золото на пряжке. Рысью. Блять, он пришел. Имя мое будет жить. Не страшусь ни врагов, ни их клинков. Рогами и копытами. Кто посмел бросить мне вызов? Да прольется кровь. Не вздумай. Смертельным аллюром. Лезвие тупое, но тяжелое. Не вздумай. Порублю. Блять, ну есть же проказ. Когда не надо, блять, он сует его. Ну свяжи.
мне не страшен. Почему такой тупой, сука? Да. Я тебя приласкаю. Взмах хвоста. Хорошо. Я сломаю их кости. На куски. Сталью и силой. Кости в крошки. Как пожелаю. Хорошо. Да. Он пришел. Я сломаю кость. Из ГД. Смертельным аллюром. Голубь смерти. Кости в крошки. Игу. Да. Услышь песнь моего духа. Протоптанная дорога. Уж лучше я буду палачом. Я тебя приласкаю. Кто посмел бросить мне вызов? Ёбаный в рот. Блять. Алло, он у нас минимум 3 раза уже был. Я тебя вообще ни разу не наблюдал. Где не было? Ясно. А чё, СС будут, нет? И без СС выносят разницу. Рукам стало сталью и силой. Можем что придумать? Прям Ежись. У нас трое. Враг мне не страшен. Так точно. Тинкер опять летит. Тинкер уходит, Тинкер уходит. Он у нас. Игу. Как пожелаю. Рысь. Как пожелаю. Игу. Давай пока. Посмел бросить мне Сюда, куда пришел. Тинкер. Боженая пуля.
О, ясно. До свидули. Не, отходи, отходи. Либо, хотя хуй знает, его нету. Смерти. Блять, что-нибудь. Враг мне не страшен. Лезвие тупое, но тяжелое. Удачная находка. Я сломаю их кости. Пацаны! Я пиздец. Как? Кто ты? Кто я? Я Кристина Антонова для вас. Ого, я себе как официально. Блять! Связка есть? Красавцы, красавцы. Только против Тинкера надо что-то собирать, иначе нам потом пиздеж придет. У тамбура разбил. Блять, будет. Наслаждение. Так точно. Да. О, Рена пришла еще. Моя сталь жаждет крови. Чё дохуя, ну нахуй. Смертельным аллюром. Сталью и силой. Сияющая. Кент, возвращайся. Иду. Все, нормально. Кто посмел бросить мне? Блять, ну нахуй. Ай, пидор. Ой, отходи. Сейчас Тинкер подойдет к вам. О, хорош. Руна, дарующая мне невидимость. Варды сняли. Как пожелаю. Ты пошаг нет. Сталью и силой. Рогами и копытами. Да. У них вижен, блядь, просто во всем лесу. Вот туда. О, тут вижен. Моя сталь жаждет крови. Ну идите нахуй. А, ну убейте, все. Он выживет, да? Эти глупцы напали на меня. Ну вот это фиаско, что могу сказать. Бля, ебоку. Your little tower faces a terrible test. Хуёво, когда, блядь, не отыгрывают ребята на своих ролях. Голубь смерти. На куски. Еще монетка в мой кошель. Протоптанная дорога. Я сломаю их кости.
Отпущу тебе кровь. Бля. Так точно. Да прольется кровь. Враг мне не страшен. Slumber. More territory is right for you. Вам нахуй. Блять, тут варпнуть. Где? Прям вот тут он видел нахуй. Сейчас сниму. Бегу. Или ему нет, я не знаю. Я сломаю их кости. Да чего вы молчите, ебаный в рот? Порублю. Удачно. Твоя сила достойна уважения. Да прольется кровь. Look to your top tower. Голубь смерти. Как пожелаю. Хорошо. Так точно. Так, они сразу будут. Здесь пятерка блинк собирает. Здесь что? Угу. Понятно. По факту физурона нету. Your top tower is under attack. Мое дело еще не закончено. Твое золото не пропадет. Сталью и силой. Кости в крошки. Монетку можно? Можно мне монетку? Пойдем, короче, ебашить. А, ну все. Надо больше слушать. Враг мне не страшен. Пацаны, Into a skirmish. Побежим. добро. Сейчас теньки сюда будет. На него сразу. Арены нет. Bottom tower is under attack. Сковал твое тело. All's well that ends with me winning. Money changes hands. Более чем нормально. Bottom tower is under attack. Смерть без топора не смерть. Кто посмел бросить мне вызов? Да. Честный заработок. Так точно. Что, будем драться? В принципе, можно, у них арены нет. Антинки. Я тебя привез. Ну, такое себе.
Мы можем? Хотя жирный пиздец. Надо башню пушить, пацаны. Хуя. Так мы проебем, если мы не будем пушить. Опа, есть? А. Натуре. Быстрая смерть. Да прольется кровь. Сталью и силой. Мака нажали. Ну, он с аганимом уже. Как пожелаю. Ну все, ёпта. Здесь центрак. Голов смерти. Лагает, лагает, лагает. Сука. Нормально. Contractionated. Your middle tower is under attack. Your bottom tower is under attack. Тинкер, аганим уже есть. Ну, помощь. Да ёбаный в рот. Your middle tower is under attack. Надо вместе собраться. Advantage. Ровно скоро уёбывать просто. Ну, давай. Марса не дорога. Все, поймали же, нет? Ебать, это все было без тракции нахуй. Как пожелаю. Враг мне не страшен. Okay, okay. This is a real kicker in my cat. Твоя смерть принесла золотые плоды. Пацаны, пушьте. Те враги. Пацаны, просто пушьте, пожалуйста. Чё пушить-то, блядь, смысл? Да. Не... Рогами и копытами. Мои кости усеют длинную дорогу. Блядь, я охуею с вас всех. Иду нахуй фармить, пизду.
Найс. Я так понимаю, ты первый раз на нем играешь? Кто? Да нет, блядь. Ну а чё ты так хуёво кнопки нажимаешь? Нормально же нажал, просто, блядь, ну там не уйти было никак вообще. Ладно. Надо тинкера выцапливать. Выцапливай. Сейчас протоптанная дорога. Пацаны, соберите орчит там. Я не... Хекс. Смертельным аллюром. Да. Кто посмел бросить мне вызов? Только надо будет тинкера цеплять. Tower is under attack. Middle tower is under attack. That vision is entirely requires protection. Your middle barracks are under attack. Моя сталь жаждет крови. Хорошо. Теперь это мое. На куски. Сталью и силой. Пацаны, пошлите драться, у меня есть БКБ. Так точно. Бля, ну там вижена как бы нет. Да прольется кровь. Надо по одному выцапливать. Опа. Боже. Ёбаный в рот летит нахуй. Найс, игра. Моя сталь жаждет крови. Рогами и копытами. Как пожелаю. Чё, мы Т2 хотим дефать? Ну, да. Не отказывайся от золота. Маны нету, маны нету, маны нету, маны нету, маны нет. ХП нету. Сука, я еще умру, блядь. Ну да. Your bottom tower is under attack. Your top tower is under attack.
Пошли. Ща. Your top tower is under attack. Вновь выхожу на поле битвы. Your top tower is under attack. Ой, это сломать бабу. Я становлюсь сильнее. Да прольется кровь. Твое золото не пройдет. Я бегу! Боже мой! Ай. Очень и очень интересно, и непонятно. Мне кажется, что это абсолютно точно не фригвин для Спирит, к этому нельзя ни в коем случае так относиться, потому что... Любая команда будет биться насмерть. Любая команда будет биться насмерть. Точно. Друзья, биться насмерть на интернешнале или просто катать пабы, поговорили с разными игроками, талантами и людьми, любящими доту, о том, почему же люди играют в доту. Давайте посмотрим. Я сломаю. I play Dota because I enjoy the competition. I play Dota too because its complexity intrigues me. I play Dota to see my perfect team every day. 当然，最后也因为DOTA 2认识了超多新的朋友，收获了宝贵的友情。Я люблю Доту за страсть, Там Рошана за забирают. комьюнити и за ощущение, что я в своей тарелке. I play Dota because I want to make my family proud. 这款游戏的魅力就在于，其实你变成云玩家，在关心这个游戏。玩DOTA 2的话，是因为第一个月末的时候跟朋友们在一起说不过了，上来了也死不了。我打DOTA是因为2Я играю в Dota 2, потому что это легкий способ завести новых друзей. Или потерять старых. I play Dota because otherwise I would need to get a real job. 我玩 DOTA 是因为这是款很好的游戏，你越玩它会越为它着迷。为什么喜欢 DOTA 2呢？因为在 Dire structures fortified. Your middle barracks are under attack. I just want you to know. Look now to your middle barracks. Your top tower is under attack. Middle barracks are under attack. Мое дело еще не закончено.
Это еще к долбоебам в пати попался. Бесполезно. Statistics on him, let's take a look. So he's appeared, as I mentioned, all 10 times, so first rank for that. He's had 214, impressive, very, very impressive. 2,443 assists, and also 8 hours and 2 minutes total time dead. He spent 8 a lot hours, 8 hours. 1/3 of a day. One whole third of a day, and that puts him in 3rd place in the rankings. And AY, tell me a little bit about how that how does that matter to you? Like, you spend a lot of time dead, but you know he's puppy, right? He's the puppy wall. More than the time dead, he has such a high number of that because he's played so many games. And honestly, it's a testament to how good Puppy is that he's first in games played and wins, and only 3rd on time dead, right? Like, that's impressive. That's true. I would argue that's because that guy always runs in and then buys back. so less time dead. Yeah, it's less time dead because he's just paying to not be dead. But if you pay to buy back and then you die again, then you spend all that time. That is true, anyway, which right? is why he's 3rd. So that's why he's up there as well. He's actually not only played every single TI, but he's been the position 5 for the majority of the time, right? That's true. Not the whole time. Yeah, only not like TI, maybe like TI 1. Was Curl 4 or 5? I can't actually remember. I think he was. I don't even. Sorry, we should actually know this. In any That's a long case, time as ago. a support, as a 5, you die a lot. Specifically, the way he plays, the fact that he always waits on the high grounds that whatnot breaks smokes. That's true. Is very sacrificial. This old school position 5, such as Solo from Virtus Pro and Puppy from back in the day, Navi, they would always be the first ones that go in like an Ogre or Elder Titan, just running in, breaking smoke. That's actually one really common thing between OG and Secret is that both No Tail and Puppy do that, right? I think Puppy does it. Usually he's the wall that's standing on the high ground. And when No Tail is doing that, well, of course, he's occasionally doing that. But other times it's like to make space for his team in the early game so that way they can hit their timing. Well, we now have the teams ready, so let's first bring out OG onto the stage. Of both TI8 and TI9, returning champions OG are here to fight for their 3rd TI championship in a row. Unveiling a new roster that includes TI champion Sumail and experienced TI competitor Saksa, they had an impressive 3rd place finish with a 10-6-4 in the TI10 group stage after qualifying through the Western Europe qualifier. Puppy himself said, OG is a well-respected team and great to practice with, and he has always wanted to meet them on the TI stage, and now it is becoming a reality. Known for their aggressive plays and momentum capitalization, OG is widely considered a top contender at the International 10. Team Secret has, over several years, proven that they are one of the best performing teams, taking first place at 8 major tournaments in a row. And now, they're here to prove that they can take that skill from majors to the international stage as they compete against the champions of the last 2 years. While OG is known for their aggressive plays, Team Secret is known for their diversity and their patience. Finishing out group stage in 2nd place with a 10-6,
Will the puppy wall be the thing that sends OG to the lower bracket? That is the question of this matchup. It's two very unique play styles that directly contrast each other. Gentlemen, we will take a quick look at a recap of Secret's journey to the International. The time has been bought for Secret to turn up. Matthew's nice again, straight for No-Tail. No-Tail actually has to separate himself this time around. They've got the side of turn, and Matthew gonna kill him off. Matthew wants the enrage. He's still got the BKB. He's gonna pop his stand. He's gonna turn. What's that? Poppy comes into the tether, keeping him alive. The storm comes up for Yapto. Matthew. Oh my God, he's alive. Finally, he's gonna be able to live. He's gonna be able to live. He gets out of there. Puppy with the save. They've killed off a fourth as Saxa goes down. I mean, it's just too much for OG. It's too much. They cannot deal with Secret here. Can they kill this PA? No. Jumping away. He's away once more. Over towards Puppy. He goes. Matu's out, and now they're ready to turn. Woo! Matu's back in. Ravage out. Enzai is ready to go for more. There's the backup required as they jump in onto S4. A Wukong's command comes immediately to an end. As it's getting messy. Into the force staff. Okay, they're going in as well. They're going in deep here under the tier 4s. But they've got the control on Nico Baby. Playing around with his morph. He's trying to get back towards his fountain. They're not going to let him. They're not going to let him. As Matu's in with the bashes, they're calling it. They want the pain to end here, Alliance. As game 3, it was another game 1 hit. Well, with that, ladies and gentlemen, with Team Secret taking the game, taking the series, they are the champions here at Dream League Season 14, this EU Upper Division. Team Secret, your champions once again. Really good foresight played by Puppy here. Tusk might be in trouble too. He's got shards maybe to get some distance and a snowball on the high ground. That's well done. You see a combo play? He knows about the creeps to get vision, and then he managed to snowball up there because of it. See the wall fight onto the Tummerman. The Tummerman is ready to go, but off the side, Dwarwell goes straight in with the charge. Over towards Puppy. Nisha down towards the two of them. There's going to be the image for now. Keeping Dwarwell safe. She gets away with the Trick Cloak over to the side. They're on top of Death. He's been bashed up. He's been over Death. He's able to get the cheese off. He gets a second chance of living here. Death still alive. Finally falls to the side, but as Death Storm finds back over to the side. Play hard. Rolls in. Off to Yapsor. If they're able to push back Yopaj, Yopaj continuing to be chased down by the Tummerman. But Tummerman stays the bash is there. Yopaj taken down. Dwarwell is well in trouble. The Secret to find a third. Flyback's coming out for the 3 of them, but Scam, he needs help and he needs it now. Where's the bat? The 4 of them focusing down Scam. Scam's trying to go for the TP out. Is he able to make it in time? He isn't. The stun comes in as the BKB comes to an end. Morphling on the run here, low on mana, doesn't have a way out of this one. He's just going to be slowly burned down unless Matumame can somehow save him. Maybe App Store as well. He's got enough to be able to jump out with waveform. Call going in. Now with the egg on the side here. Oh dear, he's he actually gets the call and he runs away. He's still alive through all this one, Nico Baby. He charges in with the ink swell, but that's just an Aeon Disc on Yap Store. He's going to continue to slow down Nico Baby's side. He meets him around the corner and says, "Are you looking for me, punk?" Team Secret had 950 points in the DPC, but what is it that really makes them truly powerful? There's a little, not only are they great Dota players, but there's also like that mental game also in play here. Lizard, tell me a little bit about how the mental game works here for both OG and Team Secret. So I already said that mental warfare is probably the most important thing coming into TI more than any other tournament, right? Because your emotions get over you. It doesn't matter like who you're playing against and where you're playing versus a team that's as strong as Secret. It can get tough for OG, especially as they don't have the same roster that was lifting them up. If you remember Jarax and Tiny Airlines and whatnot, that lightens the mood always. But what I've seen from Secret, not in this walkout, like when they were going to the booth, they looked very serious. However, in their games, I've seen some clowny business. I've seen some mechs being dropped on the ground in middle of team fights, laughter, just enjoying themselves a lot.
I think there's something changed about them. This might be the TI. Yeah, on the flip side, you know, you could argue OG is the type of team that I think No-Tail tweeted that like he really wanted